Здравствуйте! Этот ролик о памятных сувенирных банкнотах Госзнака, посвященных юбилеям Победы в Великой Отечественной войне. На текущий момент таких выпусков у Госзнака было 3. Они вот перед вами: 2005 год, 2020 год и 2025 год. Текущая самая новая банкнота, которая очень недавно вышла. Поговорим о них, посмотрим. Как видите, самых новых банкнот у меня 2. Сейчас расскажу почему. Откроем, посмотрим. Вот эта коллаборация Госзнака с музеями, она заставляет меня задуматься, как это все оформлять. С одной стороны, банкнота, она памятная, посвященная юбилею Победы. С другой стороны, она связана с каким-то музеем, да, вот с музеем Победы в частности. Так же, как и предыдущая с Пермским музеем, да, вот она была. И у меня возникла мысль, что надо... Там посмотрим, как дальше музейная тема будет развиваться, но пока выглядит так, что вот тематически эту банкноту надо положить сюда, а вторую, наверное, вот рядом с музейной, с Пермской. Вот. Кстати, очень сильный химический запах какой-то. Вот я открыл ее, даже неожиданно, не знаю почему так вот. Прям резкий такой запах. Удивительно. Ну ладно, и чуть-чуть еще, да, по теме. Смотрите, здесь относительно низкий номер. Эту банкноту вот именно эту банкноту я купил вот здесь, в Музее Победы на Поклонной горе. Стоит она, ее официальная цена, вот покажу даже фотографию на витрине, 1450 рублей. И да, если чуть-чуть проанализировать, мы видим, что это вот третья тысяча, точнее, номеров. То есть какое-то вот начало выпуска относительное. А эту банкноту я купил отдельно и купил ее, по-моему, за 1200. Ну, то есть точно дешевле, там на несколько сотен рублей, чем официальная цена. Здесь более высокий номер уже, 11 тысяч там какой-то. И очевидно, что ее, наверное, вот как часть тиража была предназначена для подарков. Ее подарили кому-то, ну и люди, соответственно, перепродают эти банкноты чуть дешевле, чем официальная цена. Так вот это выглядит пока, для меня, по крайней мере. Давайте вначале посмотрим, как это выглядит у меня в альбоме. Все 3, а потом уже каждую отдельно чуть-чуть поговорим о них. Вот их упаковки. Первая банкнота 2005 года. Я, наверное, буклеты не буду доставать. 2005 год. 2020 год. Очень, на самом деле, классная полиграфия у этого буклета, такая бархатная, бархатистая. И 2025 год. Здесь уже другой формат упаковки чуть-чуть этой банкноты. Здесь вот еще интересный момент, если есть специалисты по русскому языку, можем обсудить. Смотрите, как интересно получается. Один производитель на протяжении нескольких лет выпускает банкноты, посвященные юбилею одного и того же события. Здесь мы видим 60 лет Победы, 75 лет Победы, а здесь 80 лет Победе. То есть вот что-то не сходится у нас. Интересно. Я не знаю, как правильно. Мне, честно говоря, вот это 80 лет Победе не звучит. Может быть, так по-русски и правильно. Может быть, они сейчас исправили ошибку. А может быть, наоборот, допустили ошибку. По мне так правильно. Ну, не то, что правильно, а для меня лучше звучит, как бы привычнее звучит юбилей Победы какой-то. Вот как на медалях, там 20 лет Победы, 50 лет Победы, 75 лет Победы. А вот 80 лет Победе, ну как-то, в общем, если есть, как бы мысли по этому поводу, напишите, давайте обсудим. На самом деле, не знаю, когда отдельно, наверное, не бросается в глаза, когда вот рядом положить, мне сразу бросилось, когда я начал их сравнивать. Еще бросилась в глаза, конечно, тема журавлей, которая сейчас у нас на всей продукции, посвященной юбилеям Победы. Видите, я сам говорю Победы. Она присутствует. Здесь у нас вот журавли и на лицевой стороне, и на оборотной стороне, и вот в серебряной цвете, и в белом цвете журавли. На этой банкноте тоже есть журавли 2020 года. Вот, считаю, вся оборотная сторона им посвящена. Ну, также
тот же самый Ржевский мемориал у нас на текущих 100 рублях. Надо было на самом деле подготовить, было бы хорошо тоже сравнить. Тоже журавлями. Журавли есть на белорусской банкноте 80 рублей, вот на этой памятной сейчас. И Казахстан ту банкноту тоже, которую сейчас уже презентовал, но мы еще не видели, я еще не держал в руках. Там тоже, по-моему, журавли присутствуют. То есть вот на всех таким, они всегда были, но сейчас вот прям вот явно выделяется тема журавлей на всех банкнотах. Давайте по порядку посмотрим. На самом деле вот эти банкноты, по ним есть некоторые варианты, как по многим тестовым банкнотам госзнака. Нигде особо не описанные, там и разные прошивки здесь, и разные серии, насколько я помню. Здесь вообще много серий разных бывает, не знаю, чем они отличаются. Но вот у меня лежат только по одному экземпляру, те, которые были в буклетах. По мне, так вот эта банкнота 2005 года самая такая трагическая, самая, ну, такая посвященная памяти. То есть здесь вообще нет каких-то радостных нот. Вот, ну и она такая очень скупая на рисунки, минимальное какое-то количество изображений на ней. Если посмотреть на просвет, на водяной знак, ну, филигрань здесь понятно, вечный огонь, а вот водяной знак здесь мне чуть-чуть тоже выглядит немного странным. Во-первых, звезда с какими-то нехарактерными, я не знаю, вот смотрю, по-моему, должно быть видно. Звезда с какими-то лучами дополнительными. И еще и серпомолот какой-то не канонической формы, скажем так, вот, да, что-то такое странноватое. Вот такая банкнота 2005 года. Банкноты 2020 года, здесь у нас орден Отечественной войны в качестве защитного элемента изображен. И вот текущая банкнота 2025 года, самая новая, самая свежая. Она, повторю, здесь очень сильно переплетена с музеем Победы на Поклонной горе. То есть вот и вот эта статуя. Вообще по ней есть официальное подробнейшее описание с оригинальными фотографиями. Вот летчицы наши, Полина Осипенко, Марина Роскова. Я сейчас третью не вспомню. А потом вот это купол в музее, да, вид на купол. Да, очень важно для меня, по крайней мере, то, что здесь у нас бомбардировщик П-2 изображен. По нему тоже можно рассмотреть повнимательнее. Вот его изображение. Конечно, это не обиходная банкнота, не платежное, не денежное средство, но, к сожалению, хоть так, как скажем, да, и это изображение, наверное, можно сравнить вот с этим. Очень близко, может быть, даже и совпадает, можно проверить. Ну, давайте продолжим. Здесь, если читать официальное описание, есть и про паровоз конкретной серии, какой-то паровоз, и песни, и письмо. Ну, то есть все элементы здесь описаны, в принципе. Они разгадывать здесь нечего. Вот. Такая вот банкнота. Не знаю, кому что больше нравится, я не знаю. Но вот последовательно они 3 штуки вот так вот. Так вот и выглядит это у меня в альбоме. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.